属性灵魂，我看到了我一直在追寻的东西。我需要属于我的是你。我不想被人控制，能够操控。Хуэйхао на состязании выступил просто великолепно. Он побеждал противников одного за другим. А то, что он вместе с Хикайто придумал, чтобы побольше учеников бросило ему вызов, очень прикольно. Ведь чем больше будет боев, тем больше драгоценных металлов можно заработать. Как видим, механики 5-го ранга для Хуэйхао уже не противники, слишком слабы. Хотя каждый из них, вероятно, мастер не ниже 5 колец. Лишь начиная с таких мастеров, как Нана, которая даже должна выступать на следующем турнире мастеров, Хуэйхао немножко напрягся. Ее дух-призрак, и во время сражения Хуэйхао схватил Мстительного Духа. Согласно оригиналу, после битвы Нана ходила к Хуэйхао и упрашивала его вернуть дух. В конце концов, Хуэйхао согласился. Следующим сильным соперником будет безумный мечник Цзэцзюэчэнь. Как мы уже упоминали, он повернут на мечах. Когда Хуэйхао посмотрел в его глаза, у него была лишь одна мысль: этот парень сумасшедший. Но Хуэйхао был настороже. Иногда сумасшедший мог быть страшнее здравомыслящего человека. Его боевым духом является меч. Просто обычный меч, который не обладает какими-либо мощными способностями. Его врожденная духовная сила была лишь 3-го ранга. Он едва мог совершенствоваться, когда был юн. Однако он влюбился в свой меч, когда его боевой дух пробудился в 6 лет. В его глазах не было ничего, кроме меча. Он фанатично тренировался каждую секунду и в итоге превзошел всех остальных. Недавно он даже смог победить механика 7-го ранга. 2 желтых, 2 фиолетовых и 2 черных духовных кольца поднялись от ног безумного мечника. По идее, он должен быть намного сильнее Хуэйхао. Кто же победит? Цзэцзюэчэнь слился со своим мечом, а Хуэйхао высвободил всю свою духовную силу, духовные кости и кольца с их высочайшим потенциалом. У него было много способов справиться с мечником, но он не использовал свои духовные навыки. Цзэцзюэчэнь хотел увидеть кулачный удар Хуэйхао, который он использовал ранее против своего соперника. Цзэцзюэчэнь также раскрыл свое намерение меча перед Хуэйхао, не сдерживаясь. Они собирались решить этот поединок самым простым способом, чье намерение окажется сильнее. Золотой кулак Хуэйхао столкнулся с кончиком неземного метеоритного меча. Не последовало ни взрыва, ни большого удара. Когда кулак и меч столкнулись, все почувствовали, как окружающий воздух разрушился. Все стало искаженным и нереальным. На кулаке Хуэйхао показалась кровь, но у мечника также была рана. В итоге он признал поражение. Хуэйхао после этого прямо на арене впал в глубокое состояние медитации. Для мастеров это обычное дело, но когда это продлилось 2 месяца, учитель Фан Юй забеспокоился и написал письмо в Академию Шрека. Незамедлительно прибыл старейшина Сюань. Он осмотрел Хуэйхао и сказал, что все в порядке, и тот проходит через большие изменения. Представьте себе, Хуэйхао просидел прямо на арене в медитации полгода. Возле него поставили палатку, и учитель присматривал за ним. Что же случилось с Хуэйхао? Если сказать просто, его ментальная сила претерпела трансформацию. Произошло немалое взращивание духа и ментальной силы. Это уникальный опыт. В итоге, духовное море Хуэйхао расширилось до размеров океана. Отныне его ментальная сила достигла уровня, который делает ее пригодной для переработки, а следовательно нескончаемой. Это просто наиважнейший шаг в его духовном совершенствовании. Хуэйхао в процессе снял еще 2 печати с ментальной силы ледяного шелкопряда. И хотя рост произошел только в ментальном аспекте и не имел ничего общего с духовной силой Хуэйхао, он постепенно начал понимать, что его ментальная и духовная сила обе являлись его мощью, просто выраженной разными способами. А также хочу порекомендовать отличный канал в Telegram, посвященный нашему любимому аниме «Боевой континент», 1 и 2 часть. Здесь вы найдете не только серии в отличном качестве, но и много другого интересного. Не упустите возможность быть в курсе всех событий и наслаждаться любимым аниме на максимум. Ссылочка в описании. Хуэйхао также обнаружил, что 3 из 4 его духовных колец были черными. По его мнению, все они вышли за предел тысячелетнего уровня. Очевидно, это было преимуществом поглощения 30% духовного происхождения шелкопряда. После поражения от Хуэйхао, Цзэцзюэчэнь часто приходил бросить вызов и сравнить их ауру. В конце концов они стали друзьями, и Хуэйхао пригласил того в клан Та. Кроме того, в трейлере присутствует важный сюжет, связанный с Наной. А именно, Хуэйхао пообещал помочь ей, поскольку ее родители, а точнее их души, находятся в заключении секты Святого Духа, злых мастеров. Поскольку боевой дух Наны это призрак,
Она также была выбрана сектой Святого Духа. Они использовали ее родителей, чтобы шантажировать Нану, и заставили подчиниться. Теперь же, увидев способности Хуэйхао, она все рассказала ему и попросила Хуэйхао спасти ее родителей. Оказалось, что родители Наны мертвы, но их души были заключены в тюрьму сектой Святого Духа и подвергались пыткам каждый день. Нана не хотела, чтобы ее родители страдали, поэтому она попросила Хуэйхао помочь спасти ее родителей и очистить их души, таким образом освободить их. Судя по трейлеру, Хуэйхао и Нана смело врываются в отделение секты Святого Духа, ведь чтобы помочь Нане, нужно пойти в секту Святого Духа. Хотя это всего лишь филиал, он также является ее частью. Теперь нам покажут больше подробностей о секте злых мастеров. Хуэйхао впервые столкнется с их представителями. Сила этой организации не слабее, чем у секты тела. Будет интересно посмотреть, как Хуэйхао и Нана проберутся к злым мастерам. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как по-вашему, чем же закончится столкновение с сектой Святого Духа. Подписывайтесь на канал и всем пока.